Привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, вы уже приготовили себе свой любимый напиток. Сегодня я хотела бы показать вам совершенно другую Болгарию, а также поговорить о недвижимости. Итак, мы арендовали машину и поехали в два села, которые находятся недалеко от Пловдива. Первое село быстро развивающееся, и второе, которое в принципе уже застроено абсолютно все. В данный момент там развивают только инфраструктуру, но обо всем по порядку. Что произошло с рынком недвижимости в Болгарии за 12 лет? С этим вопросом пытаются разобраться специалисты на сайте economic.bg. За 2 года мировая экономика столкнулась с несколькими кризисами, которые неизбежно повлияли на рынок недвижимости. По данным Евростата, цены на жилье в Болгарии выросли почти на 60%. В некоторых странах Европы они выросли более чем вдвое. По расчетам компании Bulgarian Properties, в период с 2010 года по 2020 год рост цен составлял от 30 до 40%, а в Софии до 50%. И уже с 2001 по 2002 год рост цен достигался в 60%. То есть в некоторой степени рост, о котором сообщает Евростат, далеко не самый большой в Евросоюзе и в основном связан с последними 2 годами. Менеджер компании по недвижимости Антре заявила, что за последние 2 года рост цен на недвижимость составил около 30%, и что речь в основном идет о Софии и крупных городах. В предыдущие годы стандартный рост составлял около 9% в год. Традиционно в Болгарии люди инвестируют в основном в недвижимость, а в ситуации роста инфляции и девальвации денег эти вложения увеличиваются, чтобы сохранить доход. В ноябре прошлого года в Болгарии начала действовать программа энергообновления жилья, которая финансируется из европрограммы на сумму 1,4 миллиарда левов в рамках плана восстановления и устойчивого развития. Что ждет рынок недвижимости Болгарии в 2023 году? Несмотря на рекордно высокие цены, отрасль продолжает отрицать существование пузыря. Одно из крупнейших агентств недвижимости «Адрес» прогнозирует, что этот год ожидается снижение покупательской активности, а также снижение цен. Общее направление рынка недвижимости будет сильно зависеть от инфляции, рынка труда, счетов населения, состояния малого и среднего бизнеса, а также политической стабильности. Но все-таки они говорят, что владельцы недвижимости в неблагополучных районах и в необслуживаемых зданиях первыми почувствуют необходимость снижения цен. Они рекомендуют продавцам прислушаться к покупателям и, когда их просят о скидке, тщательно обдумывать, почему и разумна ли она. Сейчас потребители стали более тщательно расставлять приоритеты при распределении средств и дольше ждать. Они лучше изучают рыночные варианты, прежде чем заключать сделку. В последние месяцы покупатели и продавцы начали выравнивать свои позиции, однако 2022 год охарактеризовался высокой активностью, стимулируемой все еще низкими процентными ставками и спросом, значительно превышающим предложение. Итак, резюмируя вышесказанное, первое, что мы понимаем, то, что нет пузыря на рынке недвижимости в Болгарии. Второе, то, что спрос превышает предложение. И третье, то, что начала работать программа по реновации и энергосбережению домов. Все, кто ищет недвижимость в Болгарии и в данный момент не хватает средств на квартиры или дома, которые построены недавно или уже построены в новостройках, присмотритесь, может быть, что-то вам подойдет по бюджету из домов, которые будут реновироваться. Те, кто надеется, что цены в Болгарии на недвижимость упадут, я могу привести свой пример. Я довольно долго наблюдаю за рынком недвижимости в Болгарии. И если до начала короны можно было купить дом
довольно-таки приличный. Заходи, живи, порядка 80 тысяч евро, то сегодня нужно очень тщательно поискать за 120-130 тысяч евро дом, и он будет намного меньше по квадратной площади, чем тот, который можно было купить раньше за 80. Сегодня недорого и не за большие деньги, может быть, можно купить еще в таких районах, как Видин, Монтана, Враца, Плевен, Лович, Габрово, Ямбол, Руси. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где еще, в каких районах есть недорогая недвижимость. И, пожалуйста, ребята, не покупайте недвижимость, пока вы не приедете физически и не посмотрите это место. Не посмотрите город или село, чтобы вы там не покупали, или квартиру, сами своими глазами. Это очень важно. Или кто-то из друзей вам может сделать такой видеообзор тщательный, рассказать о месте, рассказать о городе, рассказать о селе. Ни в коем случае не по картинкам по интернету. Ну а те дома, которые вы видите на своих экранах в течение всего этого видео, это совершенно другая Болгария. В первом месте в начале видео можно поискать проект на котловане, и цены будут стартовать где-то приблизительно со 150 тысяч евро за где-то 100-120 квадратных метров. Второе место, которое вы видите сейчас, здесь продаются дома с большой квадратурой, где-то 250-230 квадратных метров. Их стоимость начинается от 280 тысяч евро. Если сравнивать цены с Западной Европой, то, конечно, это недорого, потому что, например, в Испании можно купить дом где-то 100-120 квадратных метров с небольшим бассейном где-то за 300 тысяч евро. На том же самом Кипре дом 200 квадратных метров, может быть, даже будет с бассейном в районе 350 тысяч евро. Я, конечно, не претендую на специалистов по недвижимости, но я, вижу потенциал роста цен в Болгарии, есть еще куда расти. Сказать, что они будут понижаться, не знаю, но по сравнению с остальной Европой есть куда расти. Другое дело, что есть страны, которые дают ВНЖ за покупку недвижимости на определенное количество денег, там 500 000, 300 тысяч евро. Поэтому важно тщательно выбирать место жительства. В Болгарии или в какой-то другой стране приедьте сами, посмотрите своими глазами, сами выберите и сами решите. Принимайте решение взвешенно и обдуманно. Это новая гостиница, которую построили в селе. Напротив нее строится жилой комплекс и небольшой торговый центр. Конечно, вряд ли можно назвать это селом. Наверное, скорее всего, какая-то лакшери вилледж такая. Мне она очень нравится, но я думаю, что оно многим понравится из вас. И самый большой плюс этого всего, то, что это буквально в 5-7 минутах от Пловдива. Дома здесь очень большие по метражу, как вы видите. И стоят они соответствующие. То есть, чем больше дом, тем больше стоимость. Ну, там достаточно домов, которые по больше 1 000 000 евро стоят. Во многих этих домах очень большие участки земли. То есть за забором, вот за домом, с той части фасада огроменные 2, 3, 4 гектара земли. Ну что, друзья, мой перерыв на кофе подходит к концу. Напишите мне в комментариях, понравился ли вам такой обзор,
такой замечательной лакшери-деревни. А кто впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вовремя получать сообщения о новых видео. И приходите ко мне на чашку кофе. До новых встреч. Пока-пока.